еще один расклад на сегодня по потоку. Карты я, конечно, подготовила, но еще перед вами так их немножечко, да, пошевелю. Смотрите, о каких трансформациях внутри себя, вокруг себя вы должны знать. Что вообще происходит, да? Возможно, такое ощущение, вот все налаживается, а вас еще дергает, а вдруг это нападение, а вдруг это предупреждение, а вдруг это еще что-то, либо же как-то по-иному проявляются эти трансформации, да, но, короче говоря, смысл в том, что идет в положительный момент, но вы не можете разобраться в чем суть дела. Давайте, о чем здесь у нас будет сегодня, что вам нужно знать. Ой, ну здесь кладбищенская магия, ребят, была. Здесь было много чего по карте гроба, по Ленорман. То есть трансформация, смерть, даже сама карта трансформации выпала. Давайте не будем говорить, что там было. Здесь вот что-то закрывается, четко, конкретно. Помощь предков духов рода ваших. Помощь тех, кого вы знали при жизни. И смотрите, карта единорога. Вы выходите на уровень высокодуховной личности. Потому что вы умеете держать сердечную чакру открытой, вы искренне, чисто относитесь к людям. Но это не означает, что вами можно пользоваться, хотя если кто пробует, те, я надеюсь, отгребают, потому что здесь, как минимум, вы должны уже держаться за руку с 15-м и понимать, для чего он вообще в нашей жизни. Здесь даже подход к делу добросовестно, доброкачественно по кодексу. К отношениям, к делу, к творчеству, к идее, понимаете, к тому, чем вы занимаетесь. Да, присутствует ежедневное беспокойство. Из-за того, что на эти все аспекты воздействует черный человек, у него направленная злая воля. По беспокойству, что здесь? Так, в надуманных проблемах сидеть не стоит вам. Что это за человек? Давайте-ка посмотрим. Змея, предательство, обман. Человек позиционирует себя мудрым. Человек, который вас предал, обманул. Человек сейчас в плену. У него нет возможности выбора. Ему хотелось бы совершить подъем, прийти к собственной цели. Для этого, возможно, даже отправлялся в поездки. Может, магию заказывал, чтобы как-то себя, знаете, расшевелить. Да, говорю я, и карта ложные договора. Ложные партнеры, сделки по бизнесу, по магии. Но судя по тому, что черный человек, здесь поездка к человеку была от определенного персонажа. Ему не нравится то, что вы проходите трансформацию и освобождаетесь, видимо, от той магии, которая этому человеку приносила, блага, а теперь пришло время платить по счетам, а он не хочет. Так, с этим разобрались. Давайте посмотрим, что принесет. Посмотрим, может, вылезет, кто же здесь ездил к практику, да, мужчина, женщина. И что же на самом деле человеку это принесет. Давайте, кто посмотрим. Да, вообще давайте смотрим. Здесь у человека могут быть интересные схемы по зарабатыванию денег. Неблагочестивые, человека настигла расправа. Здесь много чего вы не знаете из жизни этого персонажа, особенно касаемо того, как он зарабатывает. Расправа, наказание, разрушение пошло этому человеку, и ему хотелось бы решить абсолютно все свои проблемы. Завидует. Зависть его выдает изнутри, не только по отношению к вам, к любому, у кого достаток больше, чем у него. Человеку ничего не хочется делать. Человек весь в интригах погряз. У него пошло страдание, испытание, пришла пора нести свой крест, то есть, как я и сказала, отрабатывать долги. Игра. Он вел игру. Вы знаете, такое ощущение, что он тупо верит в то, чего нет. Им можно кукловодить. Но почему-то конкретно по отношению к вам опять трещит свеча, у него белочка.
Смотрите, возрождение богатства надеется человек получить. Так, слепая вера во что? Что он опять на себя накинет мороки, люди начнут видеть в нем того человека, которому можно доверять, с кем стоит заключить договора. Ну, вы поняли смысл, да? Неясен итог, в чем это? Да, здесь человеку нужны связи, сотрудничество, не только с вами. Ну и по сексу желательно тоже, если это принесет удачу, если это будет сопутствовать начинаниям, то есть здесь человек может спать для того, чтобы добиться больших высот по карьерной лестнице. Кто ты? Может появиться в вашем пространстве боязнь, комплексы, страх. Опять попытка создать треугольник, не только здесь, ну, партнеры, мужчины могут быть здесь, и подруженцы, и любой человек, любой. Кто появится? Опять у нас письмо. Опять письмо, новости, документы. Вот здесь третьим вклинивается, то есть вы, ваша фортуна, и вот он третий. Хочу узнать, кто он. Здесь может быть также проходить, что попытка затянуть вас в треугольники. Суетиться, у него что-то заканчивается, либо кто-то умер. Здесь человеку навязывают свое мнение. Здесь он очень слушает сплетни и от них отталкивается по жизни. Считает, что у него будет новый переход, считает, что он очистился, либо очистится, а он в цепях, в порабощении, в зависимостях. Считает, что и дальше сможет принимать любую роль и казаться лучше, чем он есть на самом деле. Что по поводу рода? Он считает, что он родовую ветку свою чистит, а на самом деле здесь... А ну-ка, это на роду. А что означает этот вампир? Ой, а вы знаете, здесь сам род будет этого человека прополаскивать, я хочу вам так сказать. Да, будет заставлять его все терять, бесплодные попытки у человека. Кратковременно что-то налаживается, и тут же срываются сделки, договора и тому подобное. Человек должен будет теперь научиться себя защищать, он же ж научился вам делать дерьмище. Он научился воровать с помощью магии чужой ресурс, энергию, деньги, да вообще все остальное, лишь бы жить по мамоне в свое рыло. Здесь пришла пора научиться защищаться самому от таких же воздействий. И никто ему не поможет теперь, ни один практик. Все ради лучшего будущего, а сам попал в оковы обязательства, в долги, и с темными, и по жизни, и кредиты, и тому подобное. Вы смотрите, как эта падла далеко запряталась. Предзнаменования зла. Все, не помогают фамильяры, защитники. Все, в общении с людьми люди начали видеть, какой этот человек гнилой, просто гниль, понимаете, просто вот, ну, мыльный пузырь, ткни, он лопнет, а за этой радужной оболочкой, ну, ничего нет, там пусто, и люди это видят. Он в тупиках, в стагнации, понимаете, сделки отменяются, договора срываются, его наоборот садят, посиди, подумай, он поехал куда-то. Погрузись в себя, подумай. Здесь человека могут опаивать, окармливать его же друзья, либо в уши закладывать определенные речи, которым он верит, из-за которых попадает в те же самые проблемы, понимаете? Он тупо бегает по кругу. И все, кстати, изучает, возможно, и магию. Да, тайные области знаний. Такое впечатление, что этот человек обращается, либо на места силы ездит, если это практик. Его просто, ну, там уже определенные силы с этим человеком ведут, так сказать, поучительные уроки жизни ему преподают. Если же это обычный, то ездит по практикам, которые ему наобещают, он верит, и опять попадает в такую же белиберду. И вы посмотрите, вы посмотрите, как эта скотина запряталась, не хочет себя показывать. Окей, что ты себя прячешь? Потому
Потому что я эгоистична, и мне плевать на других, потому что я весь в иллюзиях, в оморочках. А вот и баба, здесь баба. Здесь баба, у которой был внутренний потенциал, возможно, это практик. У нее было стабильно все с этим. Ведьма, сказала я, практика, достаю карту ведьма на башне. Здесь стабильные, родовые, возможно, знания были. Че ты прячешься? Защищает свои ресурсы денежные. А здесь злоба циклично идет от чего? От того, что все, что у нее было, не получается. Недоброжелателей очень много к этому человеку. Плюс здесь помрачение разума. Она создает вид, что у нее все хорошо, стабильно, что она идет в рост, а на самом деле она теряет все. Она теряет свою энергию, доходы, удачу, фортуну, здоровье, счастье, проблемы в семье, с родственниками. И здесь человек уже лишен магического дара. Смотрите, высшие силы за ней смотрели и досмотрелись, видать. Здесь шабашила против вас. Да, здесь человек завидовал вашему потоку, шабашил против вас не в одно рылко. Вот. А это что тогда? Возможно, она просто с кем-то ездила. С этим человеком на пару на вас льет грязь. Самомнение, эгоизм, тоска, муки, душевная депрессия, грязь, лицемерие, измены, ложь. Здесь, возможно, ездили по определенным местам силы. Ну, не одна она была, давайте скажем так. Так, к чему же это вам теперь, для вас? Для вас подарки идут. Новости, движения, планы осуществляются. Ваше мастерство, мудрость, опыт, магический дар выходят на новый уровень. Вы получаете власть над другими людьми на определенно новом уровне. Чем, уточняю, крупные сделки, суммы, денежные договора и тому подобное, ребят. Все, что у вас останавливали. Да, пытаются здесь крысы эти влезть, но дело в том, что они отсекаются. Они отсекаются темными вашими защитами, либо родовыми помощниками, сами смотрите чем. Вас замораживали, останавливали, чтобы вы не продвигались, а вы за счет наполненности своего сердца, за счет того, что вы любите свою работу и то, чем вы занимаетесь, воскрешаете себя. Воскрешаете. По поводу этих крыс не беспокойтесь, здесь тьма работает по ним. Они допрыгались, видимо, уже, докатались к луше. Всем осознанным добра этого мира, ребят. Пока-пока.